блестит. Посмотри, мне дали какие-то старые стельки. Ну, как будто порванные какие-то, нет? Тебе не кажется? Мне кажется, там аппарат какой-то. Я проверю. Мальчик такой нежный. Я расстроилась, что у нас нет мужа. Ух ты, а вторая, смотрю, с каким-то беконом. Включение. Вот такого зверя купили на пробу. Сделано из батата. Батат — это сладкая картошка с шоколадом. Сама техника приготовления нам пока еще неизвестна, но напишите в комментариях, как делают. И делал ли кто-то дома ее, вообще сложно ли ее делать. И кому она нравится, кто ее воспринимает как сладость. Вот мы впервые будем сейчас пробовать. Может быть, какой-то производитель супер вкусно делает. Может, и вы нам посоветуете. Может, надо брать с другим вкусом, мы взяли шоколад. Да, есть еще карамельный. И мы взяли вот такой. Как будто он в какой-то упаковке, да, еще есть такое? Не-не-не, ну сам такой, в животе. Несем вот это вот в обзорную комнату. Let's fucking go! Let's fucking go. О, сейчас. Ну вы смотрите. Блестит. Кажется, в каком-то целлофане, но нет. Приняла просто форму пакета. Действительно, как желе. Ух, пахнет. Погоди, дай. Вот снимем на вилке. Ну, как гудрон какой-то смолы. Ну, делись впечатлениями. Надо еще. Но пока что, да, пока я вилкой пытаюсь его разломать. Ну, действительно похоже на желе, на шоколадное желе. Я не думала, что это может быть вкусненько. Но мне нравится. Шоколад чувствуешь. Сладенький такой, прям как десерт. Пробуем местные сладости. Вот все, как и заказывали. Пожалуйста. Так выглядит внутри. Нам предлагают вот это плотное желе из картошки сладкой класть на хлеб, или же они его кладут на сыр, ну это то, что мы прочитали. А вообще я прочитала на упаковке, что это пюре батата, там есть сахар, есть ароматизатор, некоторые добавляют шоколад, некоторые добавляют ваниль. Ну, соответственно, много сахара, но вот мы хотим узнать, насколько он полезный. Может быть, там, ну, желе же, оно само по себе полезное, но оно из животного происхождения. Ну, в общем, добавляются кости, хрящи и все остальное. А здесь что в этом полезного? Вот. Пишите комментарии. Вы наши лучшие просто информаторы о том, что нам нужно кушать, где нам нужно кушать и как это правильно делать. Так что... Gracias, chicos. Так, ну что, из интересного, я нахожусь в каком-то парке. Вот, непонятно, меня привез автобус, ехала на брови, вот, на коррекцию окрашивания бровей. И меня привезли не туда. Ну, такое здесь бывает, потому что у каждого автобуса есть своя буква, и у нее есть свой маршрут. И вот меня завезли немножко не туда, поэтому я жду другой автобус. Но парк прекрасный вокруг, просто тут гуляют, тут еще так красиво преломляется свет, лучи, точнее, от солнца. Это вообще невероятная красота. Он такой зеленый. И у меня такое чувство этим насладиться, но я опаздываю. Нужно быть очень аккуратным, когда садишься. Нужно смотреть или чувствовать, или выходить раньше, или следить за тем, как и по какому маршруту едет автобус. Потому что это частая история, не первый раз это слышим и замечаем. А мне кажется, это мой автобус. Пожалуйста, будь им. Мне нужна до Авенida Либертадор. Ну что, как мои брови? Покрасили, не знаю, ну, оно сейчас очень ярко выглядит. Ничего, будет лучше. Смотрите влоги, наблюдайте за моими бровями. Сегодня было собеседование. Надо немножко себя порадовать, немного себя успокоить. Вот. Ну, на этой неделе у меня 3 собеседования. Если кто-то ищет SEO-специалиста, интернет-маркетолога, контент-креатора, пожалуйста, пишите в комментариях, свяжемся, потому что я ищу работу, удаленную работу, зарплата в долларах. Все, пишите. Oh my God! Wow! Это второй мастер-профессионал, которого я здесь нашла. Я имею в виду, я нашла себе массажиста,
Я нашла себе бровиста. И это точно те люди, к которым я буду ходить, пока они или я не уедут из Аргентины. Поэтому я рекомендую. Олеся массажист, а Алиса бровист. Ну вот так надо относиться, я считаю, к тому, что ты делаешь. Перфекционист-бровист — это, наверное, идеальное, то, что может быть, потому что всегда хочешь себе идеально ровные брови, одинаковые. Слушайте, ну, мне на самом деле нравится. Первый раз не красила. Вот, до этого я у нее просто ходила на коррекцию. Делаю все изумительно. Ну, просто профессионал. А ссылка на ее телеграм будет в описании. Заходите, записывайтесь. Русскоязычный мастер Алиса. Вот такая вот. Вот такая вот. А, кстати, ребятки, затяните мою кофту. Зацените мою кофту. Так, вот так. Что здесь написано? Мафальда. Угу. Да, аргентинский мультик. Вот она. И покупала я это не здесь. Я покупала это в Черногории. Ну или в Сербии, я уже не помню. И вот теперь я так хожу. Летом буду ходить вот так. Так, ну что, у меня 5-я физиотерапия. То есть ровно половину я прошла. Осталось еще 5. Иду сейчас за стельками, они уже готовы. Пойду забирать и буду вам показывать вообще, как выглядят ортопедические стельки. Если кто не видел, кому-то интересно, не знаю, но я с вами поделюсь, конечно же. Потому что для меня это впервые такой первый опыт. Счастливая обладательница стелек. Сейчас еще сделаем небольшой пранк, потому что стельки, которые мне дали, я их надела сразу, а мне положили мои старые. Вот. Просто скажу Егору, что смотри, мне дали какие-то старые стельки, как будто их кто-то носил. Посмотрим, поверит или нет, но я попытаюсь все свои актерские навыки, так сказать. И вам повеселиться, и я тоже не против так сделать. Может, и мужу тоже понравится. Муж Егор. Смотрим на стельки, Но единственное, мне ничего не понравилось. Это странные стельки, как будто поношенные немного. Вон, видишь? Это, может, в аппарате их придавливали там. Skechers написано, ё-моё. Это что, скетчерс сделаешь, что ли? Ну, как будто порванные какие-то, нет? Тебе не кажется? Мне кажется, там аппарат какой-то. Какой кошмар. Может, у меня лучше стельки? Вот тут. Смотри, вроде прикольные, да? Лучше, чем вот эти. А, ты свои положила туда. Я не клала, он мне сам положил. Это он мне просто отодрал, потому что они приклеены были, прикинь. Что ты меня разбила? Зачем? Ура! Я не понял, что почему. Я подумал, что это твои сначала. Такое, что за хрень? Skechers. Я уже прошлась вообще как-то так непривычно выше. Что ты? Нормально пахнет. Ё-моё! Смотри, вот это вот что Что такое. такое? Они кривые какие-то. Вот такие вот толстые, прям пипец. А он сказал, что их можно носить только в этот... Кроссовок. Только полдня. Типа полдня ты носишь, а потом типа полдня снимаешь. То есть и первые 5 дней нельзя заниматься спортом в них. Ну, короче, нужно давать отдых но я почувствовала, меня уже защелкало. Вот тут щиколотка. Здорово, любим, здорово. Довольно? Ну да, мне классно. Вроде нормально, но непривычно. Но я думаю, что я так смогу разгрузить свою коленку. И что вообще нужно каждому носить, потому что у всех какие-то проблемы со стопами. Нужно носить ортопедические стельки. Вот, мне кажется, это хуже ничего не сделает. Вот так вот. Слушайте, хотела еще поделиться таким наблюдением. Я же хожу на физиотерапию, я хожу там в магазины, я хоть как-то социализируюсь. И на физиотерапии все знают английский. Очень много кто там, старшее поколение знает. Физиотерапевт знает. Прекрасная Франциска, если я правильно произношу ее имя. Прекрасная женщина, прекрасный человек, физиотерапевт. С ней на английском поболтать, немножко испанский поучить. И да, хоть я еще не знаю испанский, чтобы разговаривать на бытовом уровне,
на любом уровне, в принципе. В магазинах, каких-то киосках, мясных лавках, потому что что-то не понимаю, или я не знаю, есть ли такое, если я на витрине этого не вижу, и всегда обращаюсь к людям, и они всегда помогают. А потом мы в конце уже там целуемся, я уже нашла себе подружку, которая разговаривает на испанском языке. Это так мило было. Она помогла мне в мясном магазине. Если ты меня смотришь, тебе привет большой. Вот, мы обменялись номерами. И ну, это так было душевно и здорово для меня. Хоть это не было на испанском, но я прониклась немножко культурой, общением. Это все мне показывает, насколько люди готовы помогать, насколько они терпеливы, насколько они понимающие относятся к человеку, который не знает испанский. И даже если человек не знает английский, когда я спрашиваю о чем-то, то мне все равно пытаются помочь, или рядом стоящие люди, или же этот человек, или я уже начинаю как-то собирать слова в испанском в кучку, чтобы спросить что-то. Но, конечно, знание языка — это важно, и мы это понимаем, и мы учим язык, но понемножку. Так как я сейчас ищу работу себе на английском языке, я погружаюсь именно туда, мне сложно переключаться с языка на язык, поэтому... Я пока повременила. Егор немножко так изучает, учит слова, какие-то конструкции, но мы дальше вместе продолжим, потому что мы знаем какую-то базу, прям базу, как составлять слова, фразы, немного как изменять глаголы каждому человеку, каждому местоимению. Я супер рада, вот такие походы, такая социализация мне очень нравится. Вот, спасибо большое всем, кто помогает. Вы делаете этот мир лучше, вы дарите впечатление об Аргентине, ну, настоящее. Это, ну, ни с чем не сравнится просто. Молодцы, вот, обожаю вас за это. Спасибо большое, аргентинцы, испанцы, кто здесь, да, какой народ, но это радует. Аргентина радует этим. Ну, это просто, это невероятно красиво. Давайте так. Биг Пицца, самые вкусные эмпанадки. И вот мы наконец-то решили попробовать пиццу. Потому что эмпанады очень вкусные, а пицца, боже. Боже, вы просто посмотрите на это. Одна такая, да, получается, с колбаской. Выглядит потрясающе, пахнет невероятно вкусно. Ух ты! А вторая, смотрю, с каким-то беконом. Бекончик. Это, наверное, маленькие кусочки сыра. Будет ли это вкусно? Я уверена, что будет. Оценка, кстати, у Big Pizza очень хорошая. Сколько стоит пицца? $7, да? $7. Ой, понюхайте. Ну, скорее иди, я уже голодная. Ну, разве не уютный парк? Но это самый лучший парк в Аргентине. Самый активный и в то же время так расслабляет. Это парк с собаками. Парк с собаками, официально просто я его так назвала. Вот. Вышли на прогулку, на вечернюю прогулку. Да? Ну говори, что да. Да. На эту лавочку мы есть присядем. Ой, чтобы найти вкусные десерты и попить кофе с десертами. Покажу просто истинную цель, почему мы приехали в Палермо. Это доставка из Москвы. Я заказала посылку с моей любимой косметикой уходовой. Вот. 1,5 килограмма счастья. А Егор ждет, уже смотрит в сторону чизкейка. Ему отрезали он глазками такими жалостными. Где мой чизкейк? Просто хочется вкусного тортика. Конечно, хочется. Мы начинаем с кофе. Это латте. Это гигантский чизкейк.
Вот так вот с мороженым. Боже, такая тарелка огромная. И вот небольшой альфахор. Хорошо, что мы взяли не еще один торт, потому что это гигантский. Один его не съест. Придется кому-то помогать. Ты меня недооцениваешь. Вот. Это альфахор в белом шоколаде с грецким орехом. Ну, сейчас будем пробовать. У тебя даже на ложке, смотри, ММДМС лежит, типа. Ну вот, мне достался какой-то альфахор вонючий. Вместо... Я уже выбирала, какой бы мне взять. А Егору тортик. Это просто рай для сладкоежки. Смотрите. Это очень сладко. И да, мы будем толстые, но зато довольные. И счастливые, да. Егор решил меня угостить чизкейком. Понемножку. Я не отказалась, Егор сказал немножко. Вот, тут разные виды ягод. Ягодки прям очень вкусные. И такой толстый, такой толстенный чизкейк. Я не знаю, как они долго его выпекали. Чизкейк с мороженым – это бомба. Такой, ну, плотный. Егор сказал, что он не желейный, да? А по мне такой вкусный. Не, это хорошо, наоборот. Мы в прошлый раз ели, он с желатином был, как желе. Я про А это. это прям такой нежный. Это хороший, да. Во рту тает прям. И еще сверху, я не очень люблю ягоды, но здесь натуральные большие ягоды вообще не портят. Вот эту всю конструкцию. Ну, мы не доели, мы не смогли доесть. Нам запаковали вот такой вот крафтовом пакете. И сейчас покажу кружки, которых я мечтала, чтобы они стояли на нашем столе. Я расстроилась, что у нас нет таких кружек. А у нас были просто обычные красные. Посмотрите, но кто делает латте в таких кружках, а? Ну, я хотела, вон те. Все, я расстроилась. А так было вкусно, очень сытно, вообще просто. Ой, сладкое, все внутри, все слипается. Но оба довольны. А еще мне нравятся вот такие кружки. Я заметила, что я еще и люблю посуду. Вот разную красивую посуду. Вот эти кружки очень классные. С них пить воду минеральную или обычную. Выглядит очень стильно. Тоже были бокалы для смузи. И вот те кружки, которые я только что показала. С вами шоу «Модный приговор». Кожаные штаны розовые. Мой новый образ. Мы будем там впервые. Мы никогда до этого не посещали это место. Ой, как будто майские праздники. Ты что задумала там, как себе вести вообще? Очень плохо. Ты какой выиграл номер? Первый? Первый? Да. Ребят, все было очевидно. Нам нельзя делать ставки.